В начале новостного блока я обычно поясняю за название стрима, но сейчас я, наверное, пояснять не буду, просто его проговорю, а к новости-то мы перейдем потом. А название звучит так, что сколько нужно, чтобы мужчина зарабатывал для договорняка. Итоги трехдневных многочасовых трехсторонних переговоров в саудовской столице в Эр-Рияде. Интересно, кстати, что вот не зря говорят о коррумпированности американцев. И вы поняли, я уже давно подсел на эту конспирологическую мысль. Не зря говорят о коррумпированности американской власти персидскими монархиями. Вот в наших, ну, может, я как-то криво читал, но тем не менее, в наших всех итогах, там, мамюнике, да, там, министр обороны, глава нашей переговорной группы умеров, да, никто из них не пишет «Спасибо большое Мухаммеду бин Салману, принцу саудийскому и саудовской земле за их попытки приблизить мир во всем мире». Но американцы пишут. Это просто так, наблюдение, да. Давайте, друзья, попытаемся восстановить хронологию. Ситуация очень сложная, запутанная. Ну, ее можно как-то в целом описать как, ну, не идеально, но подтвердили договоренности. Ну, по крайней мере, вот в воздухе, да, подтвердили. То есть не совсем в реальности, да, не совсем как результат прекращения обстрелов и так далее, но в целом нет отказа, да. Ну, это вот в общих чертах. Но если, чтобы понять, почему так, давайте попробуем разобраться по порядку, как это было. Вспомнить все. Если мы пытаемся вспомнить все, то хронология была такая. То есть завершились эти длительные мучительные переговоры, там по 100 часов все сидели, говорили, по 10 часов с россиянами общались. В общем, сразу, ну, еще, наверное, до того, как мы вспомним все и установим хронологию, сразу скажем, что дався в знаки, как бы дал о себе знать сомнительный формат вот этих трехсторонних переговоров, что это не настоящие трехсторонние переговоры, в смысле, как бы делегации трех сторон не встречаются вместе, чтобы поговорить. Они даже, по всей видимости, ну, неизвестно вообще, какой-то документ существует ли, это сложный и открытый вопрос. Но точно не существует документа, который как бы все три стороны одновременно подписывают, что было бы как бы логично, да. То есть это такой удивительный формат, где США общается с Украиной, и как бы они вот как два контрагента, и это так в документах и фигурирует, да. И США общаются с российской стороной, и тоже как бы как два контрагента выступают. Понятно, что это, ну, ухудшает качество любых договоренностей. Непонятно, почему нельзя уж этого было как-то избежать. Но уж если встретились, то ну не так уж зазорно будет всем сесть в одной комнате, наверное, да. Но в этом есть вайбы, как пишут, какого-то карабахской темы такой. Да, самой сложной. Ну, в общем, вспомнить все началось все с нашего голоса, с главы, как я уже сказал, да, уже сегодня вспомнил, главы нашей делегации Рустема Умерова. Рустем Умеров в своем фейсбуке, в общем, три вещи, да, грубо говоря, описывает. Он говорит о том, что мы договорились о безпеке навигации, да, о безопасности судоходства в Черном море, да, э, ну, неприменение силы в Черном море, избегать использования оружия в Черном море, избегать использования силы, они это там так описывают в таких словах все, как избегать использования силы и избегать использования коммерческих судов в военных целях, да. Тоже интересно, это оно фигурирует везде, да, во всех трех, да, в итогах по встречам от всех трех сторон, вот эта строчка. И сразу я вот задумался, потому что я тоже их читал последовательно, сразу задумывался, читая вот эти слова Рустема Умерова, что имеется в виду под неиспользованием коммерческих суден, ну, то есть вот этих там сухогрузов, да, в военных целях. Что мы под этим... Ну, наверное, в рамках того, как это уже было во время зерновой сделки, имеется в виду, что, видимо, мы согласны с российским требованием, с тем, как оно было, что Россия будет досматривать каждый корабль, который идет в Украину и из нее выходит, как они это и делали. На самом деле, наверное, не совсем честно получается. Наверное, тогда резонно было бы, чтобы и мы могли досматривать российские корабли, да, наша часть. То есть, ну, люди говорят, что у нас нет флота, у нас катера есть. На катерах мы еще можем досматривать.
Но об этом здесь вообще ничего не написано, просто написано, что вот неиспользование коммерческих судов в военных целях. Ну, наверное, это можно описать как косвенно Украина, но не имея, конечно, реально возможностей не соглашаться. Я об этом говорил на прошлом стриме. То есть серьезно, на полном серьезе нет смысла говорить прям вот, что Украине выгодно, что нет, потому что, ну, мы это уже в целом не выбираем, не выбираем. То есть в этом смысле субъектности мы лишились, да. Но тем не менее, наверное, в общем, это косвенно можно трактовать как то, что мы согласны на досмотр наших судов. Хоть здесь об этом и не написано. Но здесь написана другая вещь, которая как бы немного противоречит этой мысли. Она звучит так, что перемещение Черноморского флота РФ за границы восточной части Черного моря, ну, недопустимо, грубо говоря. Ну, там развернуто написано. Написано это, кстати, только только об этом писала только украинская сторона, об этом писал только Рустем Умеров, глава нашей переговорной группы. Только у него это есть про восточную часть Черного моря, и что если российские корабли оттуда выйдут в западную часть Черного моря, то там развернуто написано, что Украина будет трактовать это как угрозу своей безопасности, будет вправе там реагировать на это как захочет, и это приведет к выходу нас из этой сделки. Довольно интересно, то есть непонятно, как это сочетается с досмотром судов. Непонятно тоже, что определяет конкретно границу. То есть есть какая-то там параллель, за которую нельзя российским кораблям заплывать географически. И если она есть, то где она закреплена, хоть как-то, да, в юридическом смысле, кроме вот таких размытых формулировок. В общем, это одна из первых таких самых больших загадок, да, этих переговоров, да. Ну, я сейчас так об этом говорю, как о загадке, потому что потом, когда мы начнем знакомиться с остальными заявлениями сторон, мы узнаем, что там вообще нет таких вещей, да, есть другие вещи, например. То есть так это еще более интересно становится. Ну, в общем, да, фиксируем момент, что недопустимо. Недопустимо, значит, выход российских кораблей с восточной части Черного моря. Все стороны договорились, пишет Рустем Умеров, реализовывать решения президентов касательно полного запрета на удары по энергетике. И как бы все, да, то есть тут нет другой инфраструктуры. Американская сторона, ну, видимо, реально по глупости своей, ну и по, скажем так, безразличию к нашим судьбам, да, вот допустила сильного маху, когда в своем вот этой первой своей договоренности между после созвона Трампа и Путина написала, что не удары, мы договорились о том, чтобы там разрабатывать не удары по энергетическим объектам и еще какой-то, блядь, некой инфраструктуре. Это было очень неправильно, то есть нужно либо устойчиво описывать, что это за инфраструктура, гражданская инфраструктура, да, хотя бы. Или не писать вообще ничего об инфраструктуре. То есть вот эта размытость, наверное, тоже создала больших проблем. Рустем Умеров не говорит об инфраструктуре. Президент потом в своем пресс-брифинге скажет, что мы сейчас договорились о неударах по энергетике, но еще передадим список инфраструктурных целей. Но, видимо, это уже в свинячьи голоса. Видимо, никакие другие цели, кроме инфраструктурных, не войдут в это. Мы, конечно, ну, украинская сторона этому, наверное, будет как-то на дипломатическом уровне сопротивляться, но поделать уже, наверное, ничего не выйдет. Ну, по озвученным ранее причинам, да. Нам здесь, мы никак на этот процесс повлиять особо не можем, кроме как вызвать очередную волну гнева, да, на свою голову со стороны американской администрации. Ну, в общем, да, договорились реализовывать это решение президентов касательно полного запрета на удары по энергетике. Но тут нужно сказать, что договорились реализовывать. Это тоже такая, на самом деле, формулировка. Не то, что договорились не ударять. В общем, везде вот так довольно, типа, осторожно все описано. Что даже не знаю, но то ли должно нас обнадеживать, в том смысле, что удары явно есть, но, может, еще не зафиксировано точно, что нельзя. Либо должно нас расстраивать в том смысле, что, видимо, не договорились, по сути, да, об этом, ну, устойчиво как-то. Хорошо. Довольно интересно я прочел, и мне было интересно, как это опишут, в смысле, как это будет описано в российских итогах, да. Министр обороны Украины Рустем Умеров пишет, что все стороны приветствуют вовлечение третьих стран с целью поддержки договоренностей. Ну, вот этих для эффективной реализации, он использует слово впровадження, да, для эффективной реализации важно, ну да, в конце он пишет, что важно еще привлечь
важно привлечь третьи стороны, и пишет, что уже, ну, не как пункт, а просто пишет, что важно в скорейшем, как можно скорее провести дополнительные консультации для того, чтобы разрешить неточности, да, провести уточнения, утряски разных аспектов и реализовать мониторинг. Ну, то есть тоже последняя строчка наталкивает на мысль, что точной договоренности нет. То есть даже, вероятно, может, нет какого-то подписанного документа, потому что, ну, зачем тогда нужно в скорейшем времени проводить еще дополнительные консультации? Ну, в общем, вот такая картина сложилась сразу же, да. Ну да, потом, но это на самом деле здесь не совсем точная хронология. Скажем так, позиция Белого дома вышла немного раньше, но она у меня записана после. И это интересный контекст. Потом был пресс-брифинг президента Зеленского, да. Ну, на нем он, естественно, по классике использовал, ну, вот заклинило его капитально русские. Русский. Чё русский? Хуй его знает, что его на этих русских перемкнуло. Ну, что-то русский он говорит. Не пойму просто в чем. Ну, мне кажется, здесь есть какая-то забубонна частина. Я не знаю, как по-русски сказать. В общем, что-то суеверное. Нельзя говорить Россия, Российская Федерация. Можно говорить русский. Непонятно почему. Ну, в общем, русский, там он говорит, что 2 стейтмента будет, это нормально, не пугайтесь. Будет 2 стейтмента, типа один украино-американский, второй американо-российский, да, 2 стейтмента, потому что как бы отдельно Украина говорила с США, отдельно Россия говорила с США. Это было первое место, где я об этом узнал, то есть это как бы подтвердилось. Ну и, честно говоря, это так, ну не то, что повергло в шок, но расстроило, да, то есть это хуже, да, это весит меньше, чем если бы они все вместе договорились как-то коллективно в целом, да. И интересно, что там же президент Зеленский сразу предупреждает о том, что буде різниця, будет разница между этими двумя стейтментами. Как бы говорили об одном, но будет разница. Там он дальше рассказывает, что ходят слухи, он как бы знает, ему как бы Рустем Умеров доповідав, да, сообщил, притом все вот именно в таком как бы не точно, а мы слышали, да, что там в российской версии что-то обсуждалось на тему послабления санкционного давления. Это оказалось правда, если что, потом. Ну, то есть, наверное, вот ради того, чтобы такого не было, стоило всем собраться, опять-таки, в одном месте, да. Ну, то есть, в одной комнате, если быть точно, так-то собрались в одном месте. Конечно, мы тоже на это никак не могли повлиять, но мы хотя бы могли бы быть готовы, да, к итогам, и не было бы такого, как реакция президента Зеленского потом, да, когда он сказал, что американской стороной манипулируют. Ну, в общем, говорит, будет 2 стейтмента, добились тыши на море, плюс порты, он говорит, да, плюс порты. Ну и инфраструктура на обсуждение, я вам сказал, на каком она обсуждении, видимо, инфраструктура в свинячьи голоса уходит гражданская, то есть не получилось как-то ее отстоять. Ну, мне так кажется. Ну, конкретно про порты ничего не говорил Рустам Умеров. Ну, наверное, скажем так, неприменение силы на море, наверное, порты подразумевает, потому что, по сути, у Украины нет никаких проблем с Черным морем, кроме портов, и то не самая значительная эта проблема. То есть, ну, сейчас вот порты есть и судоходство есть, да. Ну, то есть не получилось России додавить эти порты на Черном море украинские. Кроме портов, больше вообще, то есть плюсов вообще тогда не будет абсолютно. Ну, в общем, вот. Да, порты, понятно. Не удары по энергетике подтвердил, цели предлагаю. Да, но говорит, что целей в стейтменте не будет, но это понятно. Ну, также президент подтвердил там, что они договорились с США, да, что можно привлекать третьи страны к контролю за этим перемирием. Непонятно тоже за каким, но вроде за обеими, да. Ну, в смысле и на море, и в энергетике. Также интересные, вот это тоже очень важно, на мой взгляд, и сильно показывает разницу вообще в ощущении реальности сторонами, да, то есть насколько все в разных каких-то реальностях существуют. Это то, что важный момент, который нужно зафиксировать, что президент Зеленский говорит, что вот этот мораторий на удары, да, он начнет действовать, как США публично об этом заявят. На тот момент США уже публично об этом заявили. Что они заявили? Ну, это, наверное, самая важная позиция в силу, ну, влиятельности стороны, да.
Белый дом, ну, по сути, повторяет многое из того, что было сказано Рустемом Умеровым, довольно не сильно с ним расходится. Безопасность судоходства и там все такое, да, неприменение силы в Черном море. США и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергообъектам. Ну, то есть тоже, да, США и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения. Но это все равно как-то не похоже прямо на устойчивую договоренность о неударах по энергетике. Такая очень расплывчатая формулировка, что ли, да. Ну и США также приветствуют третьи страны для контроля э, и выражают благодарность принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману. И самое интересное, что как бы складывает пазл или раскладывает пазл, ну, в общем, что как бы добавляет противоречивости в ситуацию, это финал, позиция Российской Федерации. Ну, там они вообще не церемонились, они довольно в таких категоричных вообще формах выражают свое мнение, как в формуле ультиматума. Ну, повторяют все о неприменении силы на море, да, то есть там оно выражено как пункты по счету, да. И первый пункт они повторяют все про неприменение силы на море, про безопасность судоходства, еще бы неиспользование силы, и вот здесь интересно, они уточняют и чем подтверждают, наверное, ну, ту мысль, о которой я думал до этого, да, что неиспользование коммерческих судов в военных целях, при этом должны быть организованы меры по контролю путем досмотра этих судов, да, ну, то есть там прям не описывается, кто эти меры должен реализовывать, но, наверное, судя по тому, как это уже было во время зерновой сделки, наверное, российская сторона как бы одна сама контролирует те грузы, которые идут в Украину, да, для того, чтобы в нее не поступало оружие по морю. Но это не совсем выгодно для нас. Согласитесь, более справедливо было тогда, если бы и Украина досматривала суда, которые идут там в Новороссийск. Ну, в общем, вот такая загадка. Ну, как я понял, мы косвенно с ней согласились, да, потому что у Рустема Умерова фигурирует строчка об этом. Просто там не написано о том, что Россия будет досматривать суда, но там написано, что мы согласны с неиспользованием коммерческих судов в военных целях. Вот. Это не все, типа, это не самые дикие вещи пока что. Ну, в общем, да, организация, да. США, и вот это такая самая интересная строчка. Вообще интересно документ оформлен, он на сайте Кремля лежит. США будут способствовать снижению стоимости страхования, фрахтования суден, короче, в общем, послаблению санкций для российского сельхозсектора, да, сектора, не знаю, экспорта сельского хозяйства. Вот. При этом дальше написано примечание к этим двум пунктам, что они вступят в силу, то есть довольно не очень логично получается. Пункт 1 это прекращение, скажем так, огня на море, да, ну то есть восстановление зерновой сделки по сути. Пункт 2 послабление санкций. При этом для того, чтобы эти два пункта вступили в силу, примечания есть там, да, США должны начать, там просто перечисляется более точно по пунктам, что имеется в виду под ослаблением санкций на российский сельскохозяйственный сектор. А это включение, это снятие санкций с Россельхозбанка, включение SWIFT, это возврат России во все торговые организации, связанные с сельским хозяйством. Это снятие санкций. Ну, там прям не написано вроде, насколько их должен быть, какой объем, но тем не менее, снятие санкций с экспорта России удобрений, минеральных добрив, да. И так далее, и так далее. То есть довольно интересно, что примечание, которое как бы говорит о том, что два пункта те первые будут реализованы только если санкции будут сняты, да, вот в таком-то объеме. При этом в этих двух пунктах первое прекращение огня на море, а второе снятие санкций. То есть как бы снятие санкций будет реализовано, когда будут сняты санкции. Ну, то есть частично сняты, частично послаблены. То есть довольно дико получается. Ну и что мы имеем, да? В таком виде, что мы уже имеем, да, что те версии событий, да, те, скажем так, итоги договоренностей, которые уже опубликовали стороны,
в них нигде не содержится никаких упоминаний, да, касательно санкций. Ну, в американской версии написано, что будут способствовать, да. Трамп сказал, что они рассмотрят вопрос санкционной этой политики, да. Ну, то есть никто не берет на себя обязательства по выполнению этого пункта. При этом у Москвы он железобетонно написан. Я, конечно, понимаю, что э, с точки зрения, не знаю, медийной, да, было бы хуёво, если бы Украина там, да, или в том числе и США, да, написали, что по итогам этих переговоров они в обмен на хуйню частично снимут санкции с огромного важнейшего сектора российской экономики, сельского хозяйства. Ну, понятно, да, что наши страны, страны в Восточной Европе, да, Россия еще и очень огромная страна. Понятно, что сельское хозяйство это огромная часть их рынка, да, это огромная часть их экономики. И это снятие санкций, это очень для Москвы выгодно, это очень значительно. Ну, на мой взгляд, я, правда, не экономист, но мне кажется это резонным, что это очень сильно облегчит им экономическую ситуацию, да, это ее очень сильно улучшит. Что в обмен на это получает Украина? Украина за время этой войны, как Россия вышла, да, сначала была зерновая сделка, потом Россия вышла из зерновой сделки, и Украина благополучно смогла наладить экспорт из черноморских портов, смогла наладить для себя торговлю по Черному морю. В обход России, никак с ней не связываясь. Ну, я не знаю, может, там какая-то коррупционная составляющая, отправляются куда-то, не знаю, криптоденьги на какой-то счет там в Дубае, но тем не менее, да, факт остается фактом. У Украины был экспорт из Черного моря, да, из черноморских портов, и никакая сделка для этого не была нужна. И те попытки Москвы добить порты в Одессе, да, ну, не увенчались успехом, по всей видимости. Я просто все веду к тому, что Украине не так уже сильно есть нужда в этом перемирии на море. У Украины уже, как я уже ранее говорил, нет флота как такого, мы его затопили в начале войны, остались какие-то катера, да. При этом у России флот был, да, и Украина смогла добиться, без флота смогла добиться того, ну, вы помните, потопили флагман Черноморского флота, смогла добиться того, чтобы флот перебазировался в Новороссийск. В общем, успехи, если где-то у нас и были, то определенно на Черном море. То есть я все веду к тому, что выгоды для нас особой в этом нет. Просто, да, в прекращении огня на Черном море, потому что мы от него там особо и не страдали. При этом в обмен на это незначительное для Украины прекращение огня на Черном море, то есть здесь даже нет энергетики, это только вопрос Черного моря, с России снимут санкции, ну то есть Россия требует снятия санкций с очень значимой, скажем так, составляющей своей экономики, да, своего бюджета, сельского хозяйства. Ну, я не знаю, сказать, что это невыгодно Украине, да, в контексте вот противостояния с Москвой войны, да, это, наверное, ничего не сказать. Это супер невыгодно. Ну да, я уже сказал, понимаю, почему и, скажем так, Белый дом, да, не стал об этом как-то ярко писать, потому что санкции это, наверное, такой один из основных, если не основной инструмент, скажем так, взаимодействия с Москвой, который у них есть, который не требует какого-то там, ну, какого-то надрыва, да, не надо никому ничего поставлять, не надо никому ничего запрещать, просто вот есть это, скажем так, есть эта позиция для торгов, да, вопрос санкций. То есть, если ее, конечно, раздаривать по такой хуйне, то дела точно не будет. Хорошо, я не дочитал, тем не менее, да. Ну, в общем, все это вступает в силу, если будут сняты эти санкции, да, частично, ну, конкретно с сельскохозяйственного сектора российской экономики. Ну, там они еще, блядь, рыболовлю какую-то туда включили, ну, и много чего такого. Также, да, вот третий пункт, то, что РФ и США согласились разработать меры по реализации договоренностей, ну, понятно, по обоюдному запрету ударов по энергетике. Ну, то есть тоже нужно сказать, здесь вот два таких, ну, да, ну, на мой взгляд, противоречащие вещи, да. РФ и США согласились разработать меры по реализации договоренностей, то есть, ну, не скажешь, что это однозначно договорились о ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Третий пункт про энергетику с санкциями вообще никак не связан, если что. И при этом в этом же предложении они говорят о том, что да, неудары по энергетике на 30 дней
начиная с 18 марта. Начиная с 18 марта. Ну, там дальше понятно, что в случае там нарушения вправе будем выйти там и так далее, и стороны будут вправе выйти. Но вы должны понимать, с 18 числа, с прошлого вторника, раз, не, ну если считать 18, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 дней, да, уже 9 дней этого перемирия прошло. Но если они такими темпами будут договариваться, то, конечно, срок этого перемирия, он закончится раньше, чем оно вообще наступит. Ну, в общем, да, это третий пункт. Четвертый пункт. РФ и США приветствуют добрые услуги третьих стран по в общем, контролю, да, соучастию, в общем, в этом прекращении огня. Да, ну, в общем, вот такие итоги. Пан Зеленский отреагировал, говорит, что Российская Федерация извращает и обманывает американцев, да, когда пишет про эти санкции, которые там не обсуждались. Ну, откуда он знает? Это же в другом кабинете обсуждалось. Ну, в общем, какие итоги? Действительно, очень сильные, довольно противоречат друг другу итоги этих заявлений. То, что Кремль опубликовал, да, содержит вообще, ну, как бы ультиматум, требование четкое, когда начнут выполняться условия, причем чего, да, не ударов по энергетике, а именно неприменение оружия на Черном море, от которого Украине шо с гуся вода, честно говоря. При этом они за это получат досмотр кораблей и более того, да, возможно, ну то есть складывается впечатление, что стороны будто бы с этим согласились, да. Ну, по крайней мере, уверенность московской стороны, да. Получит снятие санкций с важнейшего сектора своей экономики, ну, одного из важнейших секторов своей экономики. Скажем так, настолько сладкие условия для Москвы заставляют задуматься над реальностью того, достигнуты ли были хоть какие-то договоренности и планируют ли их стороны хоть как-то выполнять. Потому что, ну, на данный момент никаких не видно, скажем так, прекращения огня. Ну, конечно, сложно сказать за море, да, как я уже сказал, там не то чтобы большая активность. Но при этом, если говорить за энергетику, то не видно как-то готовности, кроме вот этой дипломатической, да, какой-то готовности к реальному прекращению пока что нет. Ну, стороны занимаются, понятно, обвинением друг друга в ударах. Российская сторона вообще задним числом считает время, когда наступило это перемирие. А пан президент Зеленский говорит, что перемирие начнет действовать тогда, когда американская сторона об этом заявит. Ну, по сути, она об этом заявила в тот же момент, да, когда он это говорил. В общем, непонимание такое между сторонами, что даже непонятно время, когда это начнет действовать. При этом это не мешает сторонам друг друга обвинять. Ну, в общем, ситуация очень загадочная. И, ну и, наверное, суммарно эта загадочность, ну, не обнадеживает. Видимо, что стороны к этому, наверное, серьезно не относятся на самом деле. Ну, или, как второй вариант, действительно, что, возможно, Москва добилась того, что с нее снимут эту часть санкций. И тут начинаешь задаваться вопросом, почему так, да? Как такое возможно? Ведь просто тоже сложно сказать, что для Украины и США. США, наверное, вообще это все не особо важно, а в контексте более глобальном, потому что, ну, наверное, 10 часов вряд ли обсуждали только Черное море и объекты энергетики, правда? В контексте более глобальном вот этой перезагрузки отношений, да, между Москвой и Вашингтоном, да, то, наверное, может какая-то логика есть в этом снятии санкций, потому что они, возможно, часть какой-то более глобальной договоренности по какой-то более глобальной разрядке, которая здесь не зафиксирована на бумаге. Ну, понятно, то, что все время и говорилось, то есть перезагрузка их отношений, скажем так, разрешение каких-то противоречий ценой, конечно, интересов Украины. То есть здесь даже нельзя сказать, что это невыгодно США, им это без разницы. Но точно можно сказать, что это, конечно, очень невыгодные условия тогда будут для Украины. Они нас действительно ослабят, потому что сделают Москву увереннее, ну просто потому что они себя значительно увереннее тогда чувствуют в переговорах с Вашингтоном. Сделают их экономически крепче. Это даст сигнал всему миру, что отношения меняются сильно Москвы и Вашингтона. То есть, ну, честно говоря, в такой мед для Москвы слабо верится. Давайте подумаем немного в другое место, да, вот пан президент говорит, что
РФ извращает и обманывает американцев. Ну, извращает то, что было на переговорах, и обманывает американцев. Не знаю в чем, не знаю где. Меня же не было на переговорах. Ну и Зеленского не было, и Рустема Умерова тоже, ну, на российско-американских переговорах не было. Можем только догадываться. Но я вот просто пытаюсь представить, да, опять-таки, это же не то, что делегация, вот там прям Трамп был на тех переговорах, да, были другие люди. Не могут же все быть помешаны, да. Пытаюсь на это смотреть с призмы украинца, интересов украинцев, да. Ну, конечно, все действует в одном духе команд. Кто-то, кстати, сказал, что нарушения, по-моему, или обстрелы, которые сейчас происходят, противоречат духу перемирия. Где-то я такое читал, но не помню, где не выписал. Дух перемирия — это довольно забавно. Но да, понятно, что вся команда, ну, это логично, да, если команда в политическом смысле, если ее топы, они придерживаются вот такого видения, логично, что все их подчиненные тоже будут жить в такой картине, они их специально такими подбирают и, ну, только таких оставляют. В этом есть логика. И, конечно, все люди, которых мы слушали, начиная от за украинца, на секундочку, в этой команде, Кита Келлога, уполномоченного, ну, сейчас по Украине непосредственно, заканчивая, ну, не то, что даже какими-то людьми, там, как глава Пентагона действующий, да, а хотя бы, да, Стивом Виткофом, ключевая фигура по переговорам Вашингтона и Москвы, да, уполномоченный по делам Ближнего Востока. Все эти люди, конечно, существуют с каким-то, ну, не скажешь, мифологизированным восприятием российского государства, да, но в чем-то таком, скажем так, стереотипном. То есть, ну, как я это представляю, да, вот приезжают команда на переговоры, да, представим этих американцев, да, и вот как они видят ситуацию. Украина в полном очке, полная жопа везде. Любая, скажем так, возможность чуть-чуть придержать, скажем так, какие-то военные действия Москвы против Украины, да, это уже типа плюс. И, наверное, где-то мы, как украинцы, сами себя, наверное, где-то, ну, во многом, наверное, в большинстве переоцениваем в плане противостояния с Москвой. И на фронте, и в экономическом смысле, и в нашей международной позиции. То есть во многом мы жили в этом духе, да, то есть во многом мы себя сами переоцениваем. Но если где-то и был у нас успех, то он был на Черном море однозначно, да. И это, ну, вопрос трезвой оценки. Наверное, так эффективно нигде не получилось у нас вести политику в смысле Черного моря, что в военном, что в экономическом, да, наладить в обход Москвы экспорт сельскохозяйственной продукции из черноморских портов, да. При этом, конечно, когда, наверное, американец не то, что там как-то это анализирует, да, но вот поверим в то, что они не доверяют там даже своей разведке, а просто смотрят как-то на все широко. Понятно, для них это никакой стоимости все равно не имеет, да, а их интересы там супер не пострадают. Это просто нам плохо будет от того, что они там как-то в этих деталях не особо решили разбираться. Или потому, что у них там свои интересы каких-то перезагрузок с Москвой. Ну, предположим, типа, да, что вот представьте, что таким людям, да, которые видят все вот так, не в духе переоценки Украины, а в духе переоценки России. И, ну, наверное, может быть такая логика, что вот этой переговорной группе, представьте, им говорят, что, ну, не удары Москвы на Черном море, да, и в их, возможно, головах, но это такое додумывание, но, согласитесь, у него есть какая-то почва, да, то они это видят так, что, ну не удары Москвы, ну, наверное, Москва мощнейше разъебывает Украину там на море, на Черном, и, наверное, там нет никакой-то, какая может быть торговля, когда, ну, это же все-таки Россия, да, там обязательно воспоминания о Сталинградской битве, да, и так далее. То есть, может, они через какую-то такую призму на этот вопрос смотрят и от этого соглашаются на такую, ну, невыгодное для Украины условие. То есть, мы не приобретаем ничего, для Москвы очень много плюсов, неожиданно много, да, если это, скажем так, правда, то, о чем пишет Москва. И начинаешь думать, как так получается, да, что сформировалось такое мнение. То есть тут даже дело не то, что в адекватности восприятия реальности. Я-то скорее склонен к той мысли, наверное, здесь совокупность факторов, да, но к той мысли, что, ну да, наверное, какие-то более глобальные договоренности стоят, и в целом ничего не изменилось с момента, наверное, прихода Трампа, да, и того курса, который он выбрал во взаимодействии с Россией. Да, разрешение каких-то противоречий,
глобально, то, что они называют перезагрузкой, ну да, в ущерб украинским интересам полностью. Но тем не менее, если вот с другого ракурса и под микроскопом смотреть, то почему вот это есть влияние Москвы? И, ну, наверное, в целом это все похоже на успех Трампа глобально, да, политически и культурно, да. То есть приход Трампа к власти. Такие люди сейчас, да, как он, да, те, с которыми на протяжении всего первого срока Трампа, срока Байдена, да, американские огромная, ну, главная, да, самая глобальная часть американских медиа воевала, да, с вот этими людьми. То есть, ну, вы сами понимаете, да, вот этот контекст американский информационный. И что я имею в виду? Сейчас эти люди, они вот как бы пришли на волне этого противостояния, и сейчас, ну, они на коне, да, они везде. И так получилось, что те медиа, ну это просто чтобы отразить этот момент, да, и в культурном смысле в том числе, те медиа, они просто же постоянно занимались, типа, вот этим кормлением голубцами с говном. Они все время значительно и неоправданно в угоду там своих каких-то политических моментов, ну и вот так сложилось, да, все время занимались переоцениванием Украины, рисованием ей каких-то будущих маловероятных перемог, нетрезвой оценкой ее ресурсов. При этом политика американское руководство придерживалось какого-то своего одного курса, слабо связанного с этими всеми заголовками, да, но тем не менее во многом это заслуга вот таких глобальных мейнстримных медиа, которые говорили о том, что ну там крах российской экономики скоро, поражение их на поле боя скоро. Мы понимаем, что те люди, которые пришли сейчас в США, та сила, которая пришла сейчас к власти в США в широком смысле и в культуре, и, естественно, в политике, да, это люди, конечно, которые совершенно придерживаются противоположного взгляда на все, да, и буквально пересечение каких-то мыслей, идей или оценок, оно, ну, там почти недопустимо. Иными словами, если Вашингтон-Пост пишет о том, что Россия слабый на поле боя, Украина переможе, эти люди однозначно будут считать, что это чистое вранье, значит там все вранье, Украина нигде ни на что не способна, а Путин супермощный, Сталинград когда-то победили деды. И вот в такой сфере, конечно, им, если я приду и скажу Киту Келлогу или какому-то другому деду, который не доверяет разведке, что дед, нас, конечно, везде въебали, все было сильным преувеличением, но на Черном море конкретно у нас был реальный неожиданный успех, долгий и продолжительный, который продолжается и сейчас, да. Москва не смогла дожать нашу портовую инфраструктуру, мы смогли наладить экспорт по Черному морю нашей сельхозпродукции. Если это ему притискать, он, наверное, поднимет на смех, скажет, что ну это бред, блядь. Об этом я читал в Политико, например, да, и, ну, однозначно это такая же шляпа, как и все остальное про там скорый крах Москвы, мы уже в это наигрались. Но это просто вот о таком моменте, да. На самом деле это все связано и лекало одно, да, всего вот этого, очевидно, уже предстоящего нам, да, трамповской каденции. Все ее последствия во многом вот были заложены той нечестной, неспортивной конкуренцией, да, в медиа, которая была. То есть очень много чего они, я вот световским термином выскажусь, они выхолостили, что называется. То есть и про вопрос контекста войны украино-российской, и про свои какие-то либеральные важные вещи. Они выхолостили проблемы, которые там были, то есть и какие-то расовые, и какие-то культурные, и какие-то гендерные. Они их полностью выхолостили, что-то они возвели до уже состояния комичного, и оно, ну, закончилось закономерно. И здесь, наверное, в том числе работает, возможно, да, если мы верим в какую-то обдуренность кого-то, хотя я, как сказал, не верю, да, думаю, это просто мы, ну, жертвы чего-то более широкого, и если стоит кого-то винить, то это, конечно, ну, себя, да, логика есть в этом. Но если верим в чью-то обдуренность, то, конечно, наверное, вся каденция Трампа, она будет идти вот в таком ключе, да, просто радикально отвечая прошлому, в ущерб здравому смыслу, в ущерб целесообразности какой-то. Мы это много где уже замечали и, наверное, замечаем сейчас, да. Надеюсь, вы поняли, о чем я сказал, и поняли, какую мысль я имел в виду, потому что выразить это довольно сложно, но я это так представляю, да, потому что мне кажется, что такой тон есть у всех этих
интервью Китов Келлогов, у разговоров Такера Карлсона и Стива Уиткофа, да, они вот в каком-то таком ключе и идут, да, где-то даже это непосредственно упоминается. И, конечно, наверное, они просто никогда бы не поверили в то, что на Черном море мы себя чувствовали хорошо, выгоды нет никакой. Россия просто на бусы обменивает снятие санкций с важнейшего сектора своей экономики. Хорошо, но это мы так говорим, будто бы это уже случилось, пока никто не объявил о снятии санкций, но есть какое-то ощущение, что на него США согласились, да. Тут, конечно, вопрос еще технический, да, не только США вводят санкции, и не так важно, снимут ли их конкретно США, и насколько у США есть рычаги надавить на другие страны, снять эти санкции, и насколько они готовы эти рычаги применять, пока что этого ничего не понятно. Возможно, это просто не смогли договориться, и стороны объявили такие яркие итоги, да. Ну, в общем, вот. В чем все едины, это, конечно, в несогласии по атомной электростанции крупнейшей, да, на которой Давид Браун собрался с Трампом майнить биткоины и строить хаб для искусственного интеллекта. Представьте, какие с помощью Запорижской атомной электростанции можно будет делать изображения в чате GPT. Там вообще комар носа не подточит потом. Ну, в общем, да, и в каком мнении все едины, так это в несогласии и в полном диаметральном каком-то противоположных настроениях по этой атомной электростанции. США хотят уже себе там эту атомную электростанцию, Трампа уже, видимо, накрутили нормально, что там и биткоин можно сделать и все что угодно. Российская сторона объявила это своим ядерным объектом и сказала, что никому его не собирается отдавать. У Украины тоже свой взгляд на это. Президент Зеленский говорит, что эта электростанция ни на кого работать не будет, она будет работать только с нами, и ни Трампу, ни Путину мы отдавать, конечно, ее не планируем. Ну, то есть отдавать мы ее, конечно, не контролируем, но работать она не будет. Ну, может, разбомбим, не знаю. Ну, в общем, вот такое мнение, в этом едины. Едины в том, что абсолютно разное мнение. Да, ну тоже краем глаза следим. Новая большая сделка, говорит президент. Ему представили вместо рамочного соглашения уже новую большую сделку по минералам. Я уже представляю, как она звучала. Она звучала как big deal. Ну, очевидно, да, он так прямо и сказал. И поэтому президент так и сказал. Новая большая сделка, но он еще не знает, какая, он ее еще не видел. Но она уже есть. Ну, тоже следим. Ну да, наверное, для американских граждан куда более важная разворачивается драма на тему того, что, ну вы не поверите, такой шпионский триллер, многие об этом читают, многие видят, я это репостил у себя в телеграм-канале. Это, конечно, то, что, ну, не знаю, насколько это правда. Звучит как дичь. Но, ну, не знаю, ну, насколько все-таки еще и медиа с не самым чистым, не самой чистой репутацией все-таки. То есть понятно, что полностью такое классическое, как сказал бы Светов, снова-таки либеральное, да, ну, из пула демократов с единым там каким-то финансовым источником, медиа The Atlantic, да, с главредом Голдбергом, взорвала американскую политическую среду, чем Майк Уолтс, советник по нацбезопасности Трампа, ну, это версия, не то что следствие, а версия самого Атлантика, да. Этот Майк Уолтс случайно добавил не абы кого, а конкретно главреда этого Атлантика. Надо сказать, что это медиа, это одно из самых кровных врагов Трампа непосредственно, вот прямо кровных. Ни одно другое, наверное, медиа с ним таких не имело, скажем так, острых отношений. В общем, да, Майк Уолтс случайно добавил главреда этого сайта, Голдберга, в группу в WhatsApp, в сигнале, которая связана с бомбежкой хуситов. Ну, там они, естественно, давали инсайды раньше времени, где, как сейчас там будут, кого бомбить. Скандал, типа, какое-то третье лицо получило доступ к какому-то абсолютно незащищенному чату, где обсуждаются такие тонкие, ну или острые, не знаю как сказать, ну, чувствительные вещи. Я, честно сказать, ну, не совсем согласен. Понятно, что там сейчас очень удачная возможность для оппонентов Дональда Трампа, да, по политическому лагерю. Очень удачная возможность для демократов. Впервые для них такая мощная капитальная пруха.
и пытаются, ну, как раз возможность оговтатись, прийти в себя после воцарения Трампа, да, с которого они до сих пор не могут, расхуеть, да, там. То у них проблемы с бюджетами, то с чем-то, ну, в общем, реально кризисная ситуация для демократов. Сейчас у них конкретно вот такая первая мощная пруха. И, естественно, они ее раскручивают на максимум. Ну, в целом понятно, что это плохо, но наверняка так было всегда и везде, потому что, ну, почитайте, потому что этот материал интересен, по крайней мере, на тему того, как общаются люди такие высших эшелонов, ну, мировой политики, да, как там вершатся судьбы и так далее. Я вот, честно сказать, не верю в сфальсифицированность скриншотов, но, честно сказать, слабо понимаю, вот слабо верю, что могли добавить самого главреда. Ну, вообще всякое бывает. Говорят, что Дональд Трамп, опять-таки, говорит кто? Говорит, условно, политико, да, из такого же лагеря. И они любят такое, типа, создать там скандалы, где их нет. Но, тем не менее, говорят, что Дональд Трамп сильно разозлился, сильно в ярости. Ну, еще бы, это залет сильный, как я сказал, очень-очень плохие отношения. Ну, наверное, наиболее острые среди других таких же медиа у Трампа с этим Атлантиком и конкретно этим главредом Голдбергом, потому что именно эта медиа стала источником. Кто помнит, может, ту новость, но мы ее помним, упоминание последнее на дебатах между Трампом и Байденом, да. Именно эта медиа написала, основываясь, ну, на анонимных, конечно, источниках, написала, что Трамп, будучи там во Франции, не захотел ехать на могилки солдат и сказал, что они лузеры, и потом не захотел ехать каким-то там тоже морским пехотинцам, сказал, что они коксакеры, ну, короче, тоже, лохи и неудачники. Переводят это так обычно. И, ну, естественно, это учитывая, это очень точный удар, да, учитывая, скажем так, аудиторию Трампа, электорат Трампа, это, конечно, удар в сердце, в смысле, когда его в таком обвиняют. Но обвинения эти, их подтвердить не вышло. Понятно, что у Трампа очень сложные отношения со своим прошлым окружением, поэтому кто-то мог его в этом обвинять, кто-то нет. Короче, истины там установить нельзя, но отношения понятно, какие у них. То есть, думаю, вы понимаете. Почему я вспомнил? Потому что Байден. Да, почему я сказал, что это было? Это было на дебатах, потому что Байден это вспоминал на дебатах с Трампом. Ну вот, и это то самое медиа и тот самый автор. И это как бы сразу уже, ну, заставляет сомневаться. Я думаю, что, может, кто-то и был добавлен, но не он сам. Ну, тоже, а как они фальсифицировали скриншоты? В фотошопе их подкручивали? Может, и действительно так получается. Ну, в общем, я к чему вел, что, да, Трамп в ярости. Не то, что даже с того, что так вышло, что секретная информация утекла, или что, боже, вы пользуетесь каким-то сраным мессенджером. А он именно расстроен, да и наиболее его поражает то, что один из его один из членов его ближайшего окружения имеет какие-то контакты с вот этим таким ненавистным главредом ненавистного медиа, да, с вот этим Голдбергом. Ну, в общем, мы, Голдберги, да, не обманываем друг друга. Вот такая вот история, и она получает продолжение. Сначала вышел пакет 1 скриншотов, не очень обидный, потом там началась долгая кухня, вот это, знаете, стадии принятия. Отрицание, потом как бы согласие, но там ничего страшного не было, но в общем сложно, там слушания идут и так далее. Сегодня вышла новая порция скриншотов, где обсуждаются конкретно, ну, медиа это рисуют так, что это прямо несло капитальную угрозу для американских военных, потому что как бы были написаны, какие самолеты, ну, то есть написано F-18. И было написано, какие ракеты, написано Томагавк, и в какое время будут наносить удар и куда. Ну, это, конечно, чувствительная информация, но это не так, что он там прям написал имена, адреса летчиков, номера бортов, какой авианосец, в каком квадрате он находится, там, не знаю, в Персидском заливе и так далее. Ну, то есть там не настолько пиздец, но складывается впечатление, что настолько, да. Ну, в общем, вот это они не знакомы с нашими утечками в Украине, когда бах, блядь, и вся база данных на всех производителей дронов уже по российским Z-каналам. Вот это да. Никто, никаких последствий, все нормально там. Все кругом там типа плашки Минобороны, ну это их какой-то документ, их презентация. 0 на массу, 2 на трассу, ну по крайней мере публично. Ну вот. Это то, что реально, думаю, там гораздо важнее, скажем так, договорников сейчас в западном мире. Ну и последняя наша классика. И я вот понимаю, что каждый раз, когда это упоминаю, я, скажем так, становлюсь жертвой этого конченного маркетинга, и значит цель свою они достигли.
Это позорная реклама Минобороны с шаболдами у меня написано. Позорная реклама Минобороны в том стиле легендарном и без того вирусном, ну, в смысле, как концепт, да. Вы видели этих видео миллион, они постоянно везде репосты этих видео, где типа подходят к каким-то дояркам в Киеве, да, и спрашивают, а сколько надо, чтобы зарабатывал парень, чтобы ты ему дала? А она говорит, 3 миллиона долларов, 33 миллиарда гривен. И все такие, ого, типа глаза по 5 копеек, ничего себе она загнула. Минобороны, да, подняло тренд. Там этот штемп классический, который уже рассказывал, меняйте свою жизнь на бургеры. Теперь рассказывает, ну, теперь снимает видео, ну, просто это, мне кажется, уже совсем какой-то циничный обман уровня, ну, то есть показывает отношения, они не мотивируют вас тем, что там, стань героем для своей страны, там, блядь, не знаю, запомнись в истории, лучше умереть так, чем от водки, нет, они просто пытаются, ну, обман в этом есть, да, то есть даже не так, что я вот находил реально безобидной и прикольной рекламу, вот ту, с которой долго носились, Азова, да, третий штурмовой, о том, что там типа вот этот солдат, да, едет актер, и рядом с ним какая-то соска. В этом ничего такого нет. Ну, действительно, круто, мужество, соска, вещи реально ходят рядом. Там нет такого контекста, как здесь. Здесь он подходит к актрисам, да, девочкам каким-то, видимо, из Карпенко Карго, и спрашивает их, девочки, а сколько надо денег, чтобы вы встречались с мужчином? И они там называют высокие цены. Ну, то есть, если бы это было просто, там в ТикТоке это не было бы страшно, но это на официальном аккаунте Минобороны в рамках агитации молодежи от 18 до 25 лет, которых еще насильно не бусярят, подписывать контракт и идти в армию, да. То есть, типа, вот вы хотите себе таких сосок, ну, честно говоря, посредственных, вы их все хотите, их надо обеспечивать. Идите в армию, и будут у вас такие. Хотелось бы увидеть, конечно, лицо человека, который эту хуйню придумал, и который так издевается над этим Министерством обороны, над всем институтом украинской армии. По-моему, это, ну, это прям было позорно, потому что это такой какой-то и обман, и игра на таких низменных каких-то ценностях. Бургеры в этом смысле были лучше. Хотел бы ваше мнение на этот счет услышать, но я понимаю, конечно, что Министерство обороны не берет курс на то, чтобы там моральную, этическую картину поддерживать. Оно берет курс самый простой, то есть их пиарщик самый топорный и самый рабочий, скандальный, типа хуярить скандальную хуйню, она везде обсуждается, там какой-то, не знаю, малолетний парень из неблагополучной семьи, малолетний сельбанес, он увидел, типа, главное он об этом услышал, главное правило, да, все пиар, что не некролог. Главное, он об этом услышал, у него есть эта информация, что там дают деньги, вот он пошел, там у него какие-то неудачи, нет денег, не знаю, купить робоксы, еще какую-то залупу, я так и не понял, что такое робоксы, вроде внутренняя валюта роблокса. Нет денег поставить ставку на париматч, он бах, пошел туда, ну то есть расчет на это, и он, сука, работает, мы это всегда обсуждаем. Но хотим ли мы такого типа отношения, я не знаю. Этого ли добивались все державники? Наверное, этого. У них именно такие мразотные ценности, да, у державников, у людей, которые сторонники сильной руки. Именно такие мразотные человеческие ценности. Это именно такие подлецы. Думаю, они такого именно и хотели. Ну, в общем, но мне все равно неприятно, хотя какая разница. Хотел бы услышать ваше мнение на этот счет. Сейчас я уйду, приду и начну читать чат. Сначала на Твиче, потом на Ютубе. Новости кончились. Корабли пойдут, а значит, с юбиков в Одессе резко вырастет. Ну, сказали же, будут досматривать, чтобы такого не было. А мне вообще тоже интересно было, то есть, ну, корабли ходят и так, я это об этом уже сказал. Мне всегда было интересно, насколько массово там вывозят людей этими кораблями. То есть, понятно, что их досматривают, просто так ты там в зерно не упадешь, с собаками досматривают. Но наверняка коррупционная схема есть по выплыву именно из страны. Не, мне не то, что триггерит, мне, честно говоря, похуй. Просто интерес есть, честно говоря, ну, любопытство реально. Почему русские? Ну, то есть, наверняка там какой-то забубон какой-то есть. Так Россия обязуется не бить по энергетике в обмен на снятие санкций? Ну, по крайней мере, в той версии, которую они представили на сайте Кремля, нет. Там, скажем так, не удары по энергетике уже наступили, ну, по сути, да. Еще хуй знает, там, какого числа я сказал, 18-го, да. Ну, с момента разговора Трампа и Путина. При этом там нет условий. Условия только моря касаются, что как бы более обидно. Наверное, даже не удары по энергетике, может, даже ну, нам хоть какую-то ценность несут. Я уже молчу о том, что интересно, вот прекращение огня на 30 дней. А снятие санкций тоже на 30 дней? Или какой должен быть механизм? Ну, а если, предположим, да, если обрушится договоренность, да, то что тогда, типа, санкции снова вернут? Бред. На самом деле там обсуждали, как РФ кинет Иран, когда на него нападет США. Но они вроде и так ничего не должны, да?
Человек пишет в чате, если мне дадут квартиру, я готов обменять Украину на Иран. Ну не дадут же, ну тебе нахуй, ты имеешь в виду квартиру в Иране? Зачем тебе квартира в Иране? Обидно, как Украина потужно в пропаганду могла в начале войны, и как сейчас сосет Бибу. Да, я думаю, что нашего вклада, что там, ну, не очень мощный, да. Ну и к тому же все-таки надо понимать, что кроме пропаганды есть какие-то еще факты жизни, да. Наверное, довольно цинично в целом в пропаганде рисовать охуенные перспективы, при этом тогда, когда реально можно было чего-то достичь вменяемого, Украине эти перспективы зарубить на корню, да, такой поддержкой прошлой администрации. Наверное, в этом есть какой-то цинизм жесткий, нет? Голдберг из рестлинга, да, именно этот. Опять-таки, Министерство обороны это кто? Набрали таких же зумерков 25 лет, как мы для броньки, и дали условия задачу сделать такую рекламу, чтобы бычки кожеводства появились. Ну и что вышло? Ну да, вроде еще реклама с Netflix была. Кому он нужен? Тот же, там же один кал, согласен. Реклама с Netflix кал. Так как и Roblox. Ну, то есть это наталкивает на мысли. Ну, вот вы, зумерок, вам не похуй на этот Roblox, бля? Я думал, в него вообще там груднички играют. Какой Roblox? Ну, там вот эта валюта, робаксы. Да, вспоминаются желатинки, 1% желатинок, но это было так давно, что я уже забыл. В список условий, выдвинутых РФ для моратория на удары в Черном море, входит снятие санкций, введенных Европой, госсекретарь США Рубио. Ну, Европа крайняя. Мне кажется, штопанный гвоздь пишет, мне кажется, Трамп с Путиным тупо договорились, что Трамп сдает Путину Украину, а Путин сдает Иран и прочих хуситов, чтобы Трамп мог спокойно помочь Израилю с ними разобраться. Да я думаю, что там, блядь, ну, это не совсем равноценно. Иран и прочие хуситы не существуют благодаря РФ. Там сделка, очевидно, какая-то честная и вполне прагматичная. В смысле, они им дали вот там какие-то самолеты вроде бы Су-30, да, они им дали там какие-то шахеды, ракеты Мефедрон-2 или как-то так они называются там условно. Какая-то такой может быть формат и у Северной Кореи. Это не то же самое, как мы, да, мы на капельнице американской поддержки, на диализе американской поддержки. Неравноценно получается. Лучше бы посчитали количество одноразок, это ближе к зумеркам. Тоже вариант, кстати, реально. Да эльфбаров можно китайских купить, наверное, в вагон. Беречь людей, создать боль РФ. Это мой сосед. Боль моя задница. Никто тебе не откроет границу. І не надо. Мені потрібна тільки Україна. Весь світ мені не потрібен. Но я вот не знаю, я теряюсь, вы пишете, человек пишет в чате. На самом деле такой вид рекламы «Променяй жизнь на бургеры, стелка и Роблоксы» это показывает, в какой мы плачевной ситуации, но, возможно, их обучат нормальным ценностям в той же третьей, посмотрим, да, обязательно. Но я вот теряюсь, не могу дать оценку этой рекламе, ну, то есть с этической точки зрения она подлая и грязная. Но она, сука, делает свою работу, мы это регулярно обсуждаем, и оно везде вирусится, по-моему, это охуенный успех. Так бы об этом вообще никто не знал, да. Зато как я ярко эти новости проговорил сам с собой. Вы бы ахнули. Как вы думаете, какие итоги будут? Ну, это я вам, наверное, должен был рассказать. Может, просто 30 дней пройдут в атмосфере взаимных обвинений и взаимных обстрелов? И все. На этом все закончится. Или как? Дополнительные группы будут встречаться, утрясать детали, тонкости, и из 30-дневного перемирия, может быть, получится 5 дней простолбычить его. Фан-факт: до вступления Мерца в должность канцлера еще чуть больше месяца, но его партия уже упала с 29 до 26%, а АФД выросла с 20 до 24 по сегодняшнему опросу. Да, слышал, что у них там исторический максимум был побит у АФД, в смысле. Не обсуждали слова пана Залужного про то, как ему звонили румыны. Да я только сегодня об этом новое читал, что ему звонили румыны, говорили: отведи дроны, нахуй ты их рэбом сюда загнал. И в общем, молчи про дроны, не надо нам никаких, блядь, дронов. Он говорит, ну вот такое они лошье. Не знаю, что это типа должно значить. Залужный наш слоняра, в политику метит. Залужный метит покаместь просто. Блин, как будто бы Дональд Трамп реальный в чате пишет «штопанный гвоздь». Дональд, если это вы, дайте денег. Штопанный гвоздь пишет: думаю, до чего-то договорятся. Путин и Трамп явно показали друг другу и общественности, что готовы все решать переговорами. Трампу точно есть что предложить. Трампу точно есть что предложить Путину. Зеленский может быть против, но у него нет карт. Он уже показал, что если Трамп надавит, то придется совсем соглашаться. Уважаемый Трамп, будьте добры нарезать дупля. Не думал на Айкос перейти, они поприятнее. Мне Айкос очень не нравится. Первое. Воняет говном. Второе. Нет никаких ощущений от курения.
Третья гейская тема. Ну, в общем, пісюн Термінатора. Що думаєш про заяви, які часто вкидують в інфопростір про завезення мігрантів в Україну? Наскільки серйозно оцінюєш такі заяви? Дякую за питання на Бугу. Багато разів на нього відповідав. Ставлюсь до цього не дуже, як до не дуже серйозних заяв. Заяв, які не мають перспектив на реалізування. Чому? Ну, давайте разберемся. Мигранты почему уезжают из своих стран и едут в Европу? Потому что в их странах полное очко, война, низкий уровень жизни, низкие зарплаты. В Европе социальные гарантии, им высокие зарплаты, нет войны. В Европе хорошо. Вроде понятная схема. Они имеют возможность ехать в Европу на данный момент. Стоит ли им из страны, в которой война, ехать в страну, в которой война или есть ее вероятность? Наверное, они предпочтут европейские страны. Ну вот, по этому пункту. Стоит ли им ехать в страну, где нет социальных гарантий? Стоит ли им ехать в страну, где нет социальных гарантий? Или стоит ли им ехать в страну, где социальные гарантии есть, им будут платить выплаты? Тоже. Да, ответ как бы очевиден. Конечно, они поедут туда, где можно вообще, например, не работать. Я думаю, что они могут Украину использовать в будущем как перевалочную базу, да, по вступлению в Европу. Но, думаю, ключевой здесь вопрос зарплат, да, вероятности войны и зарплат. Конечно, они будут гнаться за высокими зарплатами, которые значительно выше в Европе в той же сфере обслуживания. Поэтому думаю, что это, ну, их только как-то тут насильно запирать, завозить, как в рабстве держать. Может, раньше так, но... Вопрос стримеру. Какой ты видишь Украину через 10 лет после войны? Допустим, все замерзнет так, как есть сейчас. Я вижу, что все будет так же, как сейчас, только чуть хуже. Тогда... Но ты понял, это если все так замерзнет, как сейчас. Но если замерзнет, то многое определит следующий политический цикл, да, как в Украине сложится внутренняя политика, какие силы и настроения станут доминирующими. Но оптимизма нет, конечно, никакого. Получают бабки ровно до момента легализации и получения официальной ЗП, а потом окуевают и едут домой зубы лечить. Да, едут лечить зубы в Сирию. Прекрасно. А якщо наш ОП запусти охуєнну рекламу в TikTok з глибокими україночками. Глубокими. Извините. Украиночками, да. Сколько надо денег, чтобы прокормить украиночку? Ну, честно говоря, мне нравятся мужчины, которые работают на доставке еды. Да. А мне нравятся мужчины, которые хуярят на стройке. Да. О, мне таксисты нравятся, я от них без ума. И они едут поездами такие, знаете, вот эти, как в Индии поезда, где на крышах сидят, едут все сюда. Спочатку завозишь мигрантов. Ну это ж, понимаете, ты же их что, блядь, завозить будешь насильно? Они не едут, нихуя. Ты мне лучше, блядь, расскажи, что такое робуксы. Бо я вот знаю Roblox. Что за... Это типа валюта, походу, да, Роблоксная? Кот посрал. Это у него прилив энергии. Взяли, понял, взяли курс на эпатаж. Было круто, если бы президент взял курс на эпатаж. Вышел типа так и сказал, мне там на вас всех похуй. На ветеранов я хуй ложил. Ну и понял, какой-то трэш. Вышел бы, насрал посреди вот этой лекции своей какой-то. Я уже и забыл, какой хуйней я занимаюсь. Не, хуйня. Если бы он взял, ну, типа, надо что-то вызывающее делать, скандальное, чувак. Посраться с президентом США это не скандально. Если бы он взял и плюнул тупо, резко в президента США. Или говорит, хочешь прикол? Давай, говорит, на рэпана поспорим. Ну, вот что-то такое, типа. Воно, блядь. Об MacBook розрізав руку, блядь. Чому нас так через хуй кидають і кидають, вже спина болить? Ну, того, що мозгов нет ніхуя у них. Того їх всі через хуй кидають. Ми передаємо список об'єктів, по яким заборонено коту ходити сяти. В разі порушення договору про обсикання буде застосоване тикання мордою в піс. Це не я придумав, це креатив в чаті на ютубі. Название стрима, отсылка к сегодняшнему тиктоку Министерства обороны, даже не знаю. Не, просто так совпало. Як там качки, чи є якісь новини? Качки нормально, новин нема. А, ну кончився комбікорм, но это, наверное, решаемо.
Довольно интересно получилось, что Качур, которого булили, реинтегрировался. Нормально реинтегрировался снова в сообщество Качурев. Почти нормально. Не знаю, что сработало. Ну, однозначно то, что погода стала лучше, что я его откармливал отдельно, что я пинал тех качок, которые его пинали. Ну и как-то вот это все в совокупности стал он как бы нормальным более-менее членом утиного сообщества. Що скажеш про Мокрика? Хто такий Мокрик? Це ведучий з Бігуса, чи хто це? Бо таке враження, чи це футболіст Мокрика, бо таке враження, що ці кожухи нічого об'єктивного казати не будуть, поки їм броні не познімають, бо класно устроїлись. Ну так, якщо з цього виходити, то ніякий журналіст великий тобі нічого не буде об'єктивного казати, бо всі вони в цьому плані захищені. Коммунист пишет, звучит как отличная стратегия по договорничку. Твой подход с реинтеграцией Качура. Надеюсь, ты представишь его панук З. Ну, это было бы так, как если бы я представил этот подход забуленному Качуру. Он бы все равно не смог его реализовать. Так что вот З нет смысла этот подход представлять. Ти пару стрімов назад казав, що скажеш свою думку на вбивство Ганула 40 днів. Ще не пройшло. Вайб такой, что ты одобряешь. Не, я не одобряю. Да и что, ну убийство это же неправильно вообще. Кого бы даже не убили, да. Даже тот человек, который убил Гитлера, он был неправ. Реально. Это раз. А два. Бачивши, знову якась дискусія піднялась на тему того, що перехожі люди не кинулись під кулі. Не знаю даже, що можна к этому добавить. Чи надо було кидатися під кулі? Чи кинувся б я під кулі? Чи що б я зробив? Чи може б я так зробив? Дуже гарне питання. Дуже гарна дилема, насправді. Как думаешь по поводу того, что Уэнс не любит Европу? Вроде как он больше всех кричит, что европейцы не очень. Но я не знаю, любит, не любит, это, наверное, к его жене применимо. Он европейцев критикует. Критикует по делу. А они ничего не хотят делать, ну и пусть не делают. Как ты оцениваешь свою самоцензуру во время стрима по 10-бальной шкале? Да я не знаю, что такое самоцензура, да, если ты цензурируешь себя под давлением законов, общества, это не самоцензура, это цензура. Просто, без сама. Ну и она существует однозначно. Вэнс с женой должны прилететь в Гренландию, но они отменили вроде все мероприятия и будут только на американской базе. Не, ну наверняка там купленная аудитория придет, там 3 гренландца из 10 населения, которых они купили, я думаю, придут однозначно. А то смысл на те базы ехать. Еще и с женой. Вот человек пишет, у меня тогда еще спермы не было, мы с Кентом хотели у ее брата биоматериалы позаимствовать. Как вы думаете, с чем это может быть сообщение связано? Сегодня меня разбудила мама и говорит, что старости деревни, староста это как при немецкой оккупации, старости деревни, где я живу, звонили из ТЦК и спрашивали, где я. Весь день думаю, почему. Мне ведь 22 и данные обновлял. А чё я от многих укрэкспертов слышу, что Трамп наивный дурачок, который так верит Путину. Он ведь в строительном бизнесе работал, а там такие не выживают. Ну, может, он был когда-то цепким орлом, а сейчас понял, на старости лет уже деменция прошибла мозг. Да и стал дураком полным. На самом деле это хороший вопрос, честно тебе скажу, и попытаюсь на него ответить потом, в будущем, когда буду новости обсуждать. Трамп, будучи 78-летним, одержал блистательную победу над еще типа более, ты пишешь, не смеши про деменцию, над дедом, которого просто еще сильнее поразила деменция. Охуенная победа. Это победа, видимо, у кого короче список болезней в истории болезни. Ну и даже так не скажешь, не то что над дедом. Деда даже сняли потом через его волю. Ну и, наверное, это было фатальной такой, не знаю, фатальным шагом вообще для демократов. Я бы сказал, что полноценно он бы победил против Камалы, если бы это был срок Камалы реально, как президента. Вы просто поднимаете эту телегу, ну, в целом сегодня еще она будет поднята наверняка. Просто в контексте, может, других фамилий.
Но это тот разговор, который мы на прошлом стриме вели, да, и довольно резонные аргументы люди приводили. Ну, то есть, это хотя бы что-то, в отличие от наших додумываний, что все остроумные орлы. Наверняка там много остроумных орлов, но суть того, да, что нам доступно, того, что мы видим публично, и того, что они публично говорят в интервью, в комментариях, да. И складывается впечатление их изолированности, да, и убежденности в каком-то своем мнении. Не то, что они доверчивы, просто у них есть свое устойчивое мнение. Недоверие медиа и какие-то очень теплые отношения с российским руководством. Наша любимая классика. Все тупые, одни восточноевропейцы умные, а сегодня уже даже это говорили. Настолько, что живут в дерьме, чтобы другие не страдали, ведь признак величайшего интеллекта– способность пожертвовать собой. Резонно, ну понял, Бог не дает всем все, да, кому-то дает силу, деньги, влияние, а кому-то дает, видишь, большой очень интеллект, очень, очень умный ум, но не дает больше нихуя. И везения тоже не дает. Не, а с украинцами все гораздо проще. То есть они просто все время и планомерно, ну и тоже, как их в этом уличать, сложно, наверное. Они все всегда пропускают через призму интересов Украины. Ну, если американский президент не действует в интересах Украины, что в целом, ну, объективно логично, он и не должен, и не обязан, и не будет никогда. Как и прошлая администрация. Ну вот, если что-то против шерсти, ну все, типа, он враг Украины. Если по шерсти, в интересах Украины, о, наш слон, ну все просто пиздец. Там, думаю, долго копать не нужно. Ну и это важно для того, чтобы поддерживать себя на плаву. На самом деле, даже в самой, блядь, высокоинтеллектуальной среде вы почитайте, ну вот там от широких слоев, я репостил дегенерата вот этого с дегенератским лицом, ну ты, сука, у тебя карьера, ты занимаешься просто заказухами. Занимайся дальше, нахуя ты исполняешь? Расследователь от «Украинской правды» Михайло Ткач. Зачем писать о высоком, о политике какой-то там? Ну нахуя, это же не твой даже профиль. Пиши о том, где ты там сколько денег от кого получил. Где что нашел, батальон Монако там. Но нет. Да, от таких мнений до мнений даже самых малых и, казалось бы, самых таких образованных, да, которым не нужна аудитория в целом, да, они не гонятся за миллионами, миллиардами охватов, да, просто пишут свое мнение. Ну, там, в Телеграме мали каналы украинские. Все они, конечно, в погоне за одобрением своего мнения обязательно оценивают американскую политику и американских политиков через призму интересов Украины. Да, выстраивая там какие-то, конечно, при этом сложную эквилибристику, там, интеллектуальную, да, пытаясь связать интересы Украины и интересы американские. Хотя это никогда не было так, никогда не было равно и никогда не было связано. И политика это американского государства много раз доказывала. Но вот этот вес, он очень тяжелый. Говорить непопулярные вещи сложно. Проще ограничиться на том, что действительно, да, ну не будет американское правительство следовать украинским интересам. Вопрос тонкостей. Лучше задаться вопросом, как так получилось, что мы стали от этого полностью зависимые, да, там, планомерно к этому двигаясь с 2014 года. Как так получилось? Потому что в остальном все ожидаемо и из этого вытекает в целом. Раскрытие окна Авертона. Я вот не умный нихуя тогда, где мои деньги, сила или хотя бы удача. Ну надо искать, может повезет в любви или в картах. Интересно, Мак пытается, Мак не пытается. Кстати, насчет деменции. Трамп вроде сказал, что ему нельзя управлять автомобилем, когда рекламировал Тесли. Автомобилем нельзя, а страной можно. А вот прошлый президент ездил, ну, в одной из своих реклам на Корвете охуенном. Крутой был ролик, где Байден ездит на Корвете. Не знаю, что ему нельзя на машине ездить, я не знаю, честно, таких тонкостей. Но думаю, не из-за деменции, реально, потому что он много раз предлагал Байдену посоревноваться в болячках, пройти тесты там на то, как мозг работает, на профпригодность. Нападки на Канаду и Гренландию это как бы не факт, что в интересах США, не знаю. Ну, то есть, просто сказать, что давление на эти страны не в интересах США будет очень ограниченным мнением. То есть они это мотивируют какими-то своими экономическими соображениями, да. Давайте начнем с этого, а не просто с того, что это беспричинные нападки. Это в случае Канады. А в случае Гренландии мотивируют это, ну, последовательно, да, вопросами безопасности США. И тоже с этим сложно спорить. Ну, типа, точка, там есть база американская, что еще надо? Ну, база не дает право претендовать на территории, на шельфы.
что усложняет вопросы и транзита ресурсов, и вопрос влияния, да, третьих лиц. Все-таки Дания и ее эта территория Гренландия, ну, все-таки другая страна, да. И в этом смысле ты полный контроль не можешь иметь за тем, кто и какие интересы там будет пытаться реализовывать. Ну, в целом, в общем, я-то ролик про Гренландию делаю, но, может, там это как-то опишу, хотя я не сторонник аннексии и всего такого. Фу, як ти ставишся до Валентина Краснопьорова із «Останнього капіталісту»? Відео на каналі «Останнього капіталіста» вважаю більш-менш толковими, мені як не спеціалісту так здається. А ось за його особистий канал Валентін сказати такого не можу, продюсер Валентін, не можу. На інтуїтивному рівні він здається душним, але сформувати думку не можу. Що ти можеш сказати як політолог про його творчість? Да много раз отвечал. Ну, наверное, остановимся на матери, а может даже и останавливаться не будем. Я думаю, что он, блядь, сильно дискредитирует вот все хорошие идеи рыночные, да, какой-то рыночной свободы, рыночного там либерализма, да, где-то, может, либертарианство в каком-то смысле, да. Все, в общем, либеральное, что он говорит об экономике, оно классное, я с ним согласен. Хорошее у него видео, но это, наверное, одно из немногих, которое я именно полностью смотрел и помню, это видео про автомобили, да, про мыто на машины в Украине. То есть оно хорошее, оно апеллирует к хорошим ценностям. Оно гораздо лучше, чем мнение державников, да, античеловеческое на эту тему. На тему автомобилей в Украине, которые, понятно, им не нужны автомобили, им ничего не нужно. Ну, в общем, хорошее видео, да. Но при этом он своим образом сильно дискредитирует эти идеи, да, потому что он там, ну, по сути, проводит какой-то пересказ, грубо говоря, концепции, да, добавляя каких-то своих аргументов. Идеи довольно простой. Но все остальное, что он делает, да, и вещает вне контекста вот этого, мне кажется, просто очень сильно дискредитирует весь этот лагерь, который придерживается каких-то таких идей в экономике. Потому что складывается впечатление, что вот так выглядит типичный представитель таких идей. Ну вот так, типа, завуалированно сказали. Сегодня, кстати, рекламу сумной вивти. Ну, надо сказать, что я ее тоже нашел, ну, типа, через рекламу в Инстаграме, да, в свое время. Да, рекламу сумной вивти в инете видел. Вложили прибыль с рекламы на стриме. Ну да, но я думаю, все равно наша реклама суперэффективная была. Алекс Вулф пишет: как мне кажется, нужно нарастить производство дронов до такой степени, чтобы в день по 1000 дронов бомбили Белгород. Тогда Путин будет молить о остановке огня. Хорошая мысль, слушай, тебе бы на телек с такой мыслью. Я би не сказав, що останній капіталіст лібер навіть по економіці. Якщо вслухатись у їх відео чи тексти, то вони хочуть економічну політику, як в сучасній Німеччині, яка, очевидно, не ліберальна. Я этого не знаю, потому что реально, наверное, не то, что там особо за его творчеством слежу. Вот просто с тем роликом про автомобили я согласен. И все. А так похоже на правду, потому что, наверное, такие девиантные, блядь, извращенские политические погляды, да, их, наверное, невозможно совмещать в полной мере с какой-то здравой экономичной свободой. Алекс Вуль говорит о том, что я про то, что нужно уничтожать тылы дешевым оружием. Не, ну это понятно. Зветов каже, що він доларовий мільйонер і паралельно не, що бюджет з ВТВ 10К існує тільки на донати, клоун. Видишь, поэтому ты и не долларовый миллионер. Поэтому ты не долларовый миллионер. Алекс пишет в чате на ютубе. Очевидным стало то, что война может идти долго. Все стороны готовы продолжать. Я не готов. Фактически финал войны — это момент, когда выгода от продолжения для какой-то из сторон заканчивается. Ну тогда для нас этот момент настал сразу. Останний капиталист в какой-то момент так испугался травли за симпатию респом, что занял позицию Твиттера по Трампу. Ну понял, это именно то, что я имел в виду в плане. Ну, об этом получается только не говорить, да, потому что иначе ты окажешься под давлением всеобщим, да, и никому ничего не докажешь. Валентина. Долго думал, какого? Ты относишь к когорте ОПшных пропагандистов, в смысле Валентина Красноперова? Да не. Рубрику «Нюхачи» договорняка уже прикрыли. Да, уже устарело. Уже, да хотелось бы какие-то названия, где избегается договорняк. Но видите, креативность не моя сильная сторона. В каждом названии существует слово договорняк. Вот. Я сегодня об этом думал, но ничего не придумал. Все, что может Украина в этой войне, это уничтожать доходы РФ. Даже падение на 20-30%, нихуя себе, на 20-30% доходов, это нихуя себе, надо пол России, наверное, разбомбить.
Уже может слишком высокая цена для РФ. Ну да, ну как видишь, пока что из этого только предложение снять санкции есть. Он бот, походу. Не, он не бот, я думаю, он живой человек, я в этом уверен, то есть. Не, а что, он правильно говорит? Просто поезд ушел, блядь. Поезд-то ушел. Давно этот. Сходка подписчиков Мага. Пиздорезка. Мага же есть. Мага. Мага это мага. Нам-то что до маги. Мы же не американцы, правильно? Я говорил, что дроны как один из способов нанести большой ущерб низкой ценой. Давай попробуем подойти как-то к твоим словам. Ну, хоть с какой-то типа этой конструктивом каким-то. Дроны, ну необычные, да, FPV дронами ты там не разбомбишь, да. То есть нужны дроны большие, да. Такие как Шахид легендарный. Начнем с того, что Шахид даже не Россия придумала, да. Казалось бы, технология вроде простая, но эту технологию, сам этот Шахид придумали даже не россияне, придумали иранцы. То есть они купили у них это. Кроме даже покупки вот этого самого права на производство, да, что они стали их производить, они еще и сами дроны там покупали. То есть даже несмотря на то, что такая не маленькая, если сопоставлять с нами экономика, да, все равно не справилась с такой задачей, как ты пишешь. Что уж говорить о нас, да, то есть им пришлось закупать. Хорошо. Потом они построили сами заводы эти у себя. Заводы эти они далеко в тылу скрыли, где-то там в республике Татарстан, да. Строили их долго, нужно сказать, не быстро совершенно. У нас даже такого глубокого тыла нет, где бы мы могли их так спрятать. И нет тех денег, чтобы эти заводы построить. Ну и, честно говоря, рождение технологий тоже какой-то процесс долгий. Но какие-то дроны там Украина собирает из комплектующих с Алиэкспресса. Но для того, чтобы вот такой поток выставить, как в России, то ресурсов нет. А время уходит. Ну вот. Так-то идея, наверное, хорошая. У многих есть копиум, что с помощью дронов можно компенсировать многократный разрыв в людских ресурсах. Ну, конечно, в людских ресурсах не компенсируешь, но там человек не об этом говорил. Он говорил резонную мысль, я с ней согласен, безусловно, что можно было издержки войны сделать тяжелыми, да, невыгодными совершенно. То есть даже несмотря на преимущество в живой силе, продолжать войну очень невыгодно получается. Но мне кажется, тот поезд ушел уже от нас, да, и мы, ну, сильно отстали от России в производстве этих крупных дронов, о которых он говорит, дешевых в смысле и довольно эффективных, ну, потому что дешевых. И, ну, наверстать этого времени уже нет. И более того, не знаю, насколько сейчас Москва к этому не готова, да, вот раньше, думаю, это возможно было где-то в первый год войны. Первый год войны был упущен. И все тут. Еще и нужно понимать, что вот вопрос, конечно, что они издержки будут тяжелыми, да, но в целом надеяться через экономическое давление как-то повлиять на фронт, это, конечно, тупиковое, мне кажется, направление. Я в упор не понимаю, почему РФ не выгодно идти на договорняк, почему все так надеются на это, что это случится. Земли оккупировал, санкции начнут снимать, ракет наклепаешь и по новой. Не, наверное, по новой уже не получится. Думаю, эта мысль имеет смысл. Но если мы мобилизируем экономику и поставим себе цель уничтожать РФ на ее земле, шанс есть. Хорошо, давайте так. Мобилизовать экономику, поставить на военные рельсы, лучше бы ты сказал. Хорошо, давай так, все наши налоги не на номера для машин, а на заводы в Европу. Клепаем оружие, а что в Европу? Ну, зачем они... Почему? Во-первых, это менее выгодно, да. Во-вторых, это, ну, сложно их в этом убедить, целесообразности такого. Клепаем оружие, отправляем ее по назначению. Долго так сможем, очень. АРФ. Долго терпеть будет, у нас выбора нет. Короче, я понял. Ну, дураки сидят, блядь, не могут додуматься. Собрать все наши налоги и отправить их туда. Там, думаю, каждый налог нахуй посчитан. То на содержание, так, підтримку української держави і політичної стійкості. Коррупционные расходы, грубо говоря. Остальное на зарплату в армію. Остальное соцвиплати, підтримка там державного сектору підприємств, все. Там что-то, блядь, вынь кирпичик, все рухнет нахуй. Илларионов часто намекает, что руководство США не только зажимает помощь, а и мешает Украине в ее попытках достичь военных успехов самой или с помощью других стран. Как думаешь, maybe так и есть? Ну, смотря что под этим подразумевать, да, то есть если
те объемы поддержки, которые они нам давали на протяжении войны, да, которые не позволили провести успешное контрнаступление, например, ограничения долгие на удары вглубь России ракетами американськими, то да, конечно, так можна согласитися. Може годі бухтіти і дестабілізовувати ситуацію в країні. Є інфа від знаючої людини, що скоро нас чекають реальні зміни. Треба тільки потерпіти. Цену опустят и будут держать, да? Враги мешают развиваться. Ну, насрали нам снова. Но мы уже никогда не узнаем ответ на вопрос, была ли там возможность, не была. Время упущено. Это факт. А была она или не была, неизвестно, какая у них там стойкость, да. Ну, конечно, если бы первый год войны у нас было больше ресурсов, и мы смогли вести себя агрессивнее, то вопрос открытый, да, там, решились бы они на применение ядерного оружия, не решились бы, чем бы это закончилось. Ну, то есть, как один из страхов США обычно называют ключевой страх применения ядерного оружия. Щоб забомбити РФ, це треба сильно багато. Я тут згоден з Мадяром, він мені писав смски, що людські втрати для росіян для руських набагато болючніші, ніж нам здається. Зараз ми виводимо зі строю десь 20 тисяч на місяць, вони набирають 30 тисяч на місяць. Якщо довести до 30 тисяч, то РФ почне різко поступатись на переговорах. І на це, я вважаю, є технічний та економічний потенціал. Але, на жаль, як завжди, політика на заваді. Не знаю, мені кажется, наш потенціал буде тільки снижатися. И на то, наверное, есть масса причин. От позиции действующей администрации в США до наших настроений в обществе. И нашего там экономического какого-то горизонта, да, перспектив. Особенно если ее вот рассматривать не как, типа, чем закончится война, а именно насколько будет устойчивая и выгодная позиция на переговорах, то, конечно. Намекал, что сливают некоторые разведданные россияне. Говорил, что есть данные, что США приказали не пользоваться никоим образом слабостью во время бунта Пригожина. Ну, я верю, это резонно. Они сказали, это было правильное решение. Ну, то есть, я с ним согласен. А вот насчет слива разведданных, ну, это надо чем-то подтвердить можно. Ну и то, что на поверхности европейские страны не давали многую технику, пока аналогичную не одобрит США, даже если техника европейская. Ну да. Ну, просто не знаю, к какой-то мысли нас должно привести. Надо понимать, что за это была прошлая еще администрация ответственна. Ну, наверное, то как неутішительний. Бачили генерацію картинок від ChatGPT? Це кінцева. Там не відрізнити тепер. Ну, я тільки чув, що там прям так мощно, да? Ну, кто и мысли, что даже будь на месте руководства Украины толковые люди, нам бы anyway не позволили существенно поразить РФ в войне. Ну в этом я не сомневаюсь, мы просто очень зависимы от этих стран. И действительно, тут роль, наверное, наша какая-то, ну, не максимальная. Просто когда я говорю о курсе украинской державы, то имею в виду курс украинской державы с 2014 року. И он шел сквозь администрации, да, сквозь президентство. То есть там не было никаких поворотов. Как президент Зеленский, как несостоявшийся Трамп, да, конечно, легендарная вещь. Он приходил как, ну, вот представитель антиэлиты, да, но показал себя как обычный системный украинский политик, он нихуя не изменил. И все, только за это мои упреки. И все закончилось закономерно, ну, заканчивается закономерно. А в остальном, ну да, я не сомневаюсь в том, что воля к победе Украины у них есть, и они делают максимум от того, что могут, да, и то, как видят. Может, можно было бы лучше, но это незначительные детали, да. Особенно учитывая вопрос временных ресурсов, да, там за 1 год точно мы бы не наладили производство ничего, абсолютно. То есть это нам могли только дать. Ну да, вы сравнили Израиль, блядь, 1 000 000 лет назад, 5-дневная война. Это великие сравнения на уровне, наверное, и с финскими войнами, еще с какими-то такими вещами. Из похожего там, что и там война, наверное. Там и в худшей ситуации, но нам терять нечего, а РФ есть. Мы как палестинцы, да, палестинские хамасовские шахиды, терять нам нечего. Не, ну я не согласен, терять, наверное, еще есть чего, да. По крайней мере, то, что есть сейчас, наверное, можно еще потерять, правда. Согласен с тем, что Зеленский, когда потеряет власть, скорее всего, будет судим новой властью, которая придет после него. На него будет скинута вся ответственность за неэффективные политические решения. Может быть, тут вопрос его жизни, поэтому многие говорят, что он добивается от Трампа личных гарантий безопасности. Может, но вряд ли ему кто-то может дать такие гарантии. Я
вот раньше был активным сторонником такой позиции, потому что Зеленский очень активно вот в этом как раз смысле пошел, именно в смысле внутриполитической борьбы, пошел на нарушение каких-то таких негласных, на мой взгляд, законов украинской политики, да, они никак не связаны с курсом государства хоть в каком-то месте, да, но в вопросе внутриполитической борьбы это были действия серьезные, то есть он нарушил какие-то статусы кво, принятые в украинской политике, да, слишком активно боролся с прошлым президентом, слишком далеко в этом, на мой взгляд, зашел, и в этом смысле свое будущее он сильно отяготил в случае потери власти, ну, то есть он сам вводил санкции направо-налево, многих людей он закрыл в тюрьмы, кого-то закрыть в тюрьмы еще планирует. Это, конечно, на мой взгляд, как бы вероятность его плохого будущего сильно увеличивает. Но, не знаю. Слабо верится теперь, что такую икону могут посадить все-таки. Ну, в общем, я не знаю, просто какое-то сегодня у меня довольно взвинченное настроение. Я пытаюсь разобраться в причинах его, но, честно говоря, до конца не понимаю. Ну, наверное, немного расстраивает нетрезвость украинцев и вас таким образом так же, да, как моей аудитории. И, наверное, от этого такая взвинченность, и поэтому такой сразу немного, ну, напряженная атмосфера в общении между нами. То есть меня и вас, в общем. Ёбаный свет. Так, ну давайте это, как-то это... Пытаемся с новостями ознакомиться. Так, добре, українське порно. Українське порно. Друзі, це все з порно. Я з вами прощаюся. Спасибо всім, хто сьогодні прийшов. Люблю вас, друзі. Цілую в плечі, бережіть себе. До зустрічі післязавтра. Контролюйте припинення вогню по енергетичним об'єктам. Контролюйте припинення вогню на морі. Люблю вас, друзі, цілую. Дякую тим, хто писав в чат. Дякую тим, хто донатив, тим малочисельним людям, які донатили. Радий був вас побачити, хоча настрій сьогодні, можливо, не найкращий. До зустрічі післязавтра.